Всем привет, с вами канал Радов Одесса. В этом видео будем ремонтировать бак бойлера. Вот, как видите, он висит еще на стенке. Вот, потек сам бак. Тен в порядке, а бак не в порядке. Обычно в таких случаях бойлер тупо выкидывают, но мы попробуем починить. У меня тут пенопласт, вот, а не пена. Я уже вот заднюю крышку снял. Вот, как видите, вот такая вот тут картина. Конечно, у тех, у кого пеной задутый бойлер, сложнее, но тоже починить можно, если найти место утечки. То есть нужно разобрать и найти место утечки, а потом уже искать способ, как его устранить. То есть я же говорю, мне повезло, я сейчас все отсоединю, сниму вот эти вот крепления и достану, извлеку бак, посмотрю, где он течет. Так, бойлер я разобрал. Вот что у меня получилось. Видите, две обертки пенопласта. Потек тоже нашел. Вот он здесь, я его отметил. Он идет. А произошло здесь, в принципе, то же самое, что я говорил. Вот видите, тен. Вот он весь. То есть в предыдущем видео, в начале, там даже первое, по-моему, на моем канале, вот, по бойлеру, почему они текут и почему их нужно чистить хотя бы раз в 2 года, пускай, хотя желательно раз в год. То есть вот у меня эти прибамбасы, это верхняя крышка, вот нижняя крышка, вот тоже видно, где текло. И вот, смотрите, видите, это выпало то, что с бойлера. То есть это уже рассыпался анод этот. Внутри куча всякой, ну блин, тут не видно. В общем, там куча всякой мути. Вот, что я собираюсь сделать? То есть я заварю эту точку, через которую протекает. И почищу его слегка и покрашу заново, соберу все назад. Да, у тех, у кого бойлер с пеной, то есть сложнее найти место течи, поэтому используйте компрессор. То есть можно, чтобы не разбирать весь корпус, используя компрессор по шипению, то есть подключить на вот эти выходы, один заглушить, на другой подключить компрессор и слушать, где шипит. Потом в том месте вырезать, заварить и заклеить уже как-то аккуратно. Эстетического вида, конечно, не будет, но работать он будет. Вот, но мне вообще повезло, я же говорю, это еще со старых бойлеров. Вот такие вот тут пенопластовые штуки. Отлично. Сейчас сделаем и соберем. Вот мой бойлер. Вот я очистил дырочку саму, где протекала. Аж сам удивился. Сначала туда маленькая иголочка вошла, а потом целый болт. Вот я даже нарезал там резьбу. Сейчас болтик подрежу. Вот так вот его вкручу полностью туда и обварю. После этого почищу его и покрашу. Все, заварил я дырочку. Такая латка получилась. Чухал ее. Сейчас для проверки, у меня сломался компрессор, не могу продуть его компрессором, поэтому для проверки просто переверну его и налью туда воды. Вот. И вода на выход найдет, если что, ржавчина появится, если здесь есть какие-то течи. Воду налил. Вот латочка моя. Вот, теперь подождем, посмотрим. Я понимаю, что лучше под давлением, конечно, проверять, но я налил 20 литров туда где-то. Вот, вода такая фигня. Если дырочки есть где-то, то вода найдет их. Вода нигде не проступила, все хорошо. Сейчас шлифану вот этой щеточкой с турбинкой и покрашу черной краской молотковой. Защитить от ржавчины.
Вот, я не знаю, если видно, вот оно место, где была дырка. Не знаю, его так как пятном даже видно, если видите, да. Вот оно проварено тут полностью. Вот, я все подготовил к сборке, почистил тен, поменял анод, вот, все почистил, подготовил. Тут, в принципе, собирать нечего. То есть вот мои эти пластмассовые штуки и крышки. Нужно обернуть бойлер пенопластовыми утеплителями этими, завернуть вот этой фиговиной и закрыть этими крышками. Ну, естественно, поставить вот эти все штуки. Еще раз говорю, у меня на канале есть видео, оно самое первое, это я с него начинал канал, по чистке бойлера. То есть напоминаю, что не забывайте менять вот этот анод хотя бы раз в 2 года. Из-за него все проблемы. То есть из-за него сгорают тены, из-за него ржавеют корпуса и дырявятся. То есть хотя бы раз в 2 года его меняйте. Это обязательно. Иначе ваш бойлер рано или поздно потечет. Вот, а так, в принципе, любой бойлер можно сделать. Вот. Ну, в общем, что я говорю. Сейчас будем собирать, увидим, что получится. Так, уже как я его повешу, показывать не буду. Как бы, ну, я думаю, 98%, что он не потечет. Я думаю, я все нормально заварил. Ну, кому интересно, все ли у меня получилось, спрашивайте в комментариях. Все подробно опишу. Готов к установке, так скажем. Вот. Здесь сверху я пеной продул, потому что поплавила пенопласт из-за температуры. Вот, а так все то же самое. То есть, если у вас бойлер с пеной внутри, я же говорю, находите то же самое место, расковыриваете его. Где искать место, могу подсказать, что в первую очередь смотрите вот эту часть вверх. То есть тут воздушины образуются в баке, и из-за этого часто, ну, как правило, на 90% случаях течь находится сверху бака. Вот, это уже проверено. То же самое, я же говорю, находите, расковыриваете пену, завариваете. Вот, чем-то закрываете листом каким-то и, ну, вернее, сначала запениваете, а потом закрываете, и все, можно устанавливать. Учитывая современные цены на бойлеры, такой вот маленький на 50 литров почти 5000 стоит, я думаю, что есть смысл этим заняться. Вот. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на мой канал, ремонтируйте все своими руками, экономьте деньги.